Иран лихорадит. После серии трагических событий на Ближнем Востоке Исламская Республика Иран находится в далеко не самой позитивной, хорошей и удачной для себя ситуации. Попробуем разобраться, что же происходит в Тегеране, чего ждать в будущем и на что Иран может рассчитывать. Это Алексей Наумов, шоу «Разбор». Я выступаю здесь только от своего имени и в рамках нашего замечательного медиа «Вестник Кавказа». Не так давно мы говорили с вами о крахе режима Башара Асада и о том, как Сирия теперь находится под новым руководством во главе с группировкой Хаят Тахрир аш-Шам, признанной в России террористической. Но необходимо понимать, что ситуация в Сирии не происходит в вакууме. Режим Башара Асада и его алавитское правительство, напомним, алавиты — это религиозное меньшинство в Сирии, часть мусульман-шиитов в Сирии преимущественно суннитской. Так вот, режим Башара Асада или его правительство, как вам больше нравится, долгие годы были тесным союзником Ирана и позволяли ему противостоять Израилю на территории всего Ближнего Востока. Необходимо понимать, что Сирия входила в так называемый шиитский полумесяц или полумесяц сопротивления, который простирался от Тегерана до Бейрута, то есть от Ирана и до Ливана. Туда входили, соответственно, Иран, Ирак, Сирия и Ливан. На территории Ливана это была группировка Хезболла, да, политическая партия ливанская, которая имеет значительные связи с Ираном. Кроме того, суннитское уже движение Хамас на территории сектора Газа также поддерживало это антиизраильское сопротивление. С помощью территории Сирии Иран снабжал находящуюся на территории Ливана группировку Хезболла оружием, боеприпасами, да и вообще всем необходимым. Сейчас, когда Сирия находится в довольно сложном состоянии, и господин Джулани, который возглавляет группировку Хаят Тахрир аш-Шам запрещенную, открыто говорит о том, что Иран — это один из основных врагов, который использовал страну как проходной двор, который, в общем-то, страну не уважал. Да? Мы понимаем, что Хаят Тахрир аш-Шам — это группировка суннитская, Иран — шиитский, и здесь, безусловно, есть потенциал для конфликта не только межгосударственного, но и межконфессионального. То есть в каком-то смысле Иран лишился территории Сирии. Для Ирана Сирия была куда важнее, чем для России, которая, в общем, находится далеко и которая все еще прекрасным образом сохраняет военные базы на ее территории. Ирану же приходится несладко. Во-первых, сложная ситуация с Хамас. После всего того, что Израиль устроил с Газой, и после этих бомбардировок, в результате которого погибли десятки тысяч мирных жителей, и в значительной степени Хамас был разгромлен, нельзя говорить о том, что эта группировка имеет такое же значительное влияние, как и раньше. Кроме того, Израиль начал ответную операцию против Хезболлы на территории Ливана и в целом, как мы помним, бомбил Ливан тоже довольно жестко, уничтожал руководство Хезболлы совершенно просто по списку. Буквально все мы видели эту картинку с руководством Хезболлы, где все портреты перечеркнуты красными крестами. Да? То есть понятно, что Хезболла в значительной степени, конечно, уязвлена, значительно снижена возможность ее оперативных действий, она не уничтожена, но ситуация с ней одна из самых тяжелых за последние годы. Сейчас, когда Сирия также не является коридором для снабжения Хезболлы со стороны Ирана, никакого яркого, ясного будущего у этой группировки пока не просматривается. Израиль же, наоборот, как мы видим, в нарушении международного права начал наступление на территорию Сирии, оккупировал территории, бомбил склады с оружием, бомбил порты военные, бомбил военные аэродромы. То есть также Израиль здесь в этом смысле, в этом плане времени не теряет и продолжает делать то, что считает нужным. То есть Иран, по сути, пропустил 3 удара. Это удар Хамас, это удар Хезболлы и удар по Башару Асаду, который позорно бежал из страны. И сейчас ситуация для Ирана складывается довольно сложная. Мы сейчас знаем, что во главе Ирана находится президент Масуд Пезешкиан, который вроде как считается либералом и даже говорил о каких-то возможных переговорах с Западом, о возобновлении ядерной сделки.
но сейчас Иран не выглядит страной, которая способна говорить с позиции силы и действовать с позиции силы. Мы также помним, что обмен ударами с Израилем также был неравноценным. Израиль уничтожил в Дамаске консульство Ирана, в котором были высокопоставленные чиновники, а Иран в ответ, не сделал каких-то решительных действий, да, действовал, или по-восточному мудро, или как-то совершенно невыразительно. Кроме того, Иран продолжает жить под санкциями, жить в ситуации, когда экономическое развитие сильно затруднено, а подчас и вовсе невозможно. И что же будет делать Иран? Вполне возможно, что Иран попытается как-то найти пути взаимодействия с Соединенными Штатами Америки, что ему сейчас будет нужно, поскольку сейчас к власти в США приходит Дональд Трамп, президент-республиканец, президент максимально жестко настроенный против Ирана в первый свой срок, вообще развязавший против него кампанию максимального давления. Так что, возможно, Иран попытается как-то договориться с американской администрацией, чтобы хоть как-то почувствовать свою безопасность. Если же этого не случится, тогда мы понимаем, что Иран откажется от своей многолетней политики не создания ядерного оружия. В одном из недавних выпусков мы с вами говорили, что вот этот пограничный статус полуядерной державы — это главное оружие Тегерана. Но в новых условиях, в новом Ближнем Востоке, может быть, этого будет уже недостаточно, и Иран перейдет к созданию атомной бомбы. К тому же недавно стало известно, что Иран активно нарастил обогащение урана и, вполне возможно, уже имеет материал для производства некоторого количества таких бомб или будет иметь его в кратчайшие сроки, если политическое решение о создании такой бомбы будет принято. Что это все значит для Южного Кавказа? Мы понимаем, что Иран был, отчасти остается, одной из самых влиятельных стран, которые находятся вот около Южного Кавказа. Но сейчас его влияние будет в значительной степени снижено. Иран больше не может позволить себе такую активную и мощную внешнюю политику. Ему придется довольно долгое время зализывать раны. Вполне возможно, что это также понудит его к тому, чтобы в регионе, который находится рядом с ним, в Южном Кавказе, быть более сговорчивым и предсказуемым. Мы помним, что между Азербайджаном и Ираном долгое время были довольно прохладные отношения. Мы помним и теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране. Помним, что тогда, в общем-то, речь шла чуть ли не о понижении уровня дипотношений. В итоге эта ситуация каким-то образом устаканилась, но мы понимаем, что Иран считал Южный Кавказ, в том числе зоной своего влияния. И мы помним вот эти все ирано-армянские отношения, ирано-армянские совместные дела. Сейчас я думаю, что Иран перейдет в режим выживания во многом, и это значит, что Южный Кавказ будет в значительной степени свободен от иранского влияния. Ирану будет банально не до этого. Ирану надо будет выжить, Ирану надо будет восстановиться. Нынешнему руководству Ирана надо будет сохранить теократический режим, то есть сохранить буквально Исламскую республику, и руководство во главе с Рахбаром, да, высшим руководителем, духовным лицом. Это значит, что Иран сейчас, пропустив несколько чувствительных ударов, по-видимому, должен будет, что называется, примириться с реальностью в регионе. Мы не ждем, конечно, падения режима Аятолл, мы не ждем падения какого-то падения страны, но мы понимаем, что, несмотря на то, что, например, там личное выживание, да, сохранение системы в Иране пока можно назвать, в общем-то, гарантированным, но активная внешняя политика не привела Иран к победе. Она привела Иран к довольно сложной ситуации. Коалиция врагов Ирана, это и Израиль, и Соединенные Штаты Америки, добились в деле противостояния ему больших успехов. Но для Южного Кавказа, повторюсь, это значит, что влияние Азербайджана будет расти как самой большой и мощной страны Южного Кавказа. Мы также понимаем, что будет расти влияние в Южном Кавказе Турции и влияние России. Так что я думаю, что здесь вопрос и российско-азербайджанского сотрудничества станет более важным и активным в условиях отсутствия иранского влияния на регион. Кроме того, исторические связи Азербайджана и Турции также в этом плане позволят создать какой-то такой более, что ли, не знаю, справедливый миропорядок, в том числе на территории Южного Кавказа.
Иран никуда не уходит. Иран, безусловно, будет граничить с Южным Кавказом, и интересы Ирана нужно учитывать. Но я полагаю, что сейчас мы увидим ослабление Ирана на этом направлении, которое, к счастью, не должно привести к каким-то глубинным потрясениям. Южный Кавказ после восстановления Азербайджаном контроля над Карабахом и более-менее идущих переговоров с Арменией должен все-таки оставаться территорией мира. И здесь хочется надеяться на благоразумие руководства Армении и на заключение мирного договора, делимитацию и демаркацию границ. С вами был Алексей Наумов, шоу «Разбор». Если вам понравился выпуск, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал «Вестник Кавказа». До встречи через неделю.